Доброе время суток, дорогие мои рукодельницы. Сегодня я к вам с модной шапкой, вот с такой вот макушкой. Я себе связала ее из газал рок-н-ролл. Мне нравится очень эта пряжа с отворотом. И вместе с вами мы сегодня провяжем шапку без отворота, немножко из другой пряжи. Все расскажу в этом видео, беленькую мы с вами провяжем вместе. Эта шапка, макушка в этом году актуальна. Ее просто в интернете, точнее в Инстаграм просто взорвали, все страницы полны этими шапками, описания, платные и так далее. Зачем платить, когда можно, как бы есть сайт Леру, где есть вся информация, где можно все это добыть. Не забываем, смотрим внимательно видео, не забываем, что количество петель при наборе должно быть кратно 8, и всего 4 ряда у нас участвует. Ну и, естественно, не могу без своего фабричного набора. Набирала я фабричным набором. Ссылочку на фабричный набор, как я вяжу горловину, я оставлю внизу под видео. А также я вяжу и горловину, и шапочку. Обязательно фабричным набором. Кто не справляется, кто совсем молоденькие новички, как говорится, в вязании, можете опустить этот момент, естественно. И это делаю так я, да, это не обязательно делать всем. Поэтому все ссылочки будут внизу, а также о пряже, где я брала газал, да, и как руководствоваться с сайтом, и как внести промокод слова «клубок» при заказе пряжи в интернет-магазине, да, я оставлю ссылочку в видео, там есть путеводитель, от середины видео до конца посмотрите путеводитель, как сделать, оформить заказ и как ввести промокод. Это для тех, кто будет заказывать пряжу в интернете. Поэтому предлагаю вместе со мной сейчас ее провязать. Всего 4 ряда будем чередовать и получим такую обалденную модную макушку, которую вяжет весь Инстаграм. Итак, поехали. Свою пряжу я вязала, свою шапку я вязала с пряжи Газал Рок-н-ролл, моя любимая пряжа. В 50 граммах 115 метров. Цвет у меня, наверное, не имеет значения, но я назову бронза черный 13092. В составе 21 акрил, 70 полиамид, 9 мериносовая шерсть, 9%. Ушло 2 моточка, вот остаток, наверное, грамм 10. Не передает сейчас у меня камера, у меня сейчас искусственное освещение, обалденный цвет. Итак, так как пряжа темная, я буду показывать вам на светлой, да, как я сказала. Ну, я назову все параметры и так далее. Вся длина у меня шапки она у меня с отворотом, но значит, все полотно у меня получается длиной в 35 сантиметров. До закрытия она у меня 29 сантиметров, прямым полотном вязала с резинкой. Отворот у меня 8 сантиметров, вот на данный момент, вот сейчас так, да, и длина получилась отворотом 26,5. Это так, вот просто для того, если это кому-то пригодится. Кстати, вот ссылочку, которую я оставлю внизу, при заказе вы сможете получить собственную скидочку, да, в магазине «Мир Вышивка», и там нужно будет ввести слово «клубок». Значит, вы прошли с этого сайта, и вам будет сделана скидочка. Еще раз напоминаю, что видео оставлю внизу, ссылку на видео. Итак, смотрите, у меня в газале, значит, когда я делала образец, 10 сантиметров получилось 19 петель. Это при моей плотности вязания я вяжу очень туго, сразу говорю. Я привыкла так, мне так нравится. Обхват головы у меня 55 сантиметров. Соответственно, в 1 сантиметре у меня сколько в образце получилось. Я вяжу, когда образец, немножко его подтягиваю, и в этом... и замеряю, значит. И вот в растянутом немножечко состоянии у меня получается 19 петель. Умножая на объем головы 1 сантиметр, получается 1,9, да? Умножая объем своей головы на 1 сантиметр. Если в 10 у меня 19, значит в 1 сантиметре 1,9 петли. И получаю 104 петли. То есть свою шапку Газал я вязала на размер головы 55, спицами номер 3,5, не сказала, да? Номер 3,5, 104 петли. И кратно, не забываем, что кратное количество петель должно быть кратно 8. Обязательно 8, хотя делить будем с вами на 4. И фабричный край я оставлю вам ссылочку, как я делала, потому что без него я не вижу шапок своих. Как горловину, так и фабричный край я обязательно делаю на шапочках. И на горловине, соответственно. А показывать я вам буду из пряжи Ализе. Пряжа толстая, знаю, что будете спрашивать. Также можете ее заказать в Мир Вышивки. Суперлана Миди в 100 граммах. Это 25% по шерсти, 75 акрила
Не будем на ней сосредотачиваться. У меня цвет белый, в 100 граммах 170 метров. Это для того, чтобы понимали, что разный метраж. Итак, до закрытия шапочки, значит, я набрала фабричным набором точно так же. Я без него, говорю, не вижу, не представляю своей шапки. И провязала вверх, сейчас замерю. При вас держу сантиметр. Вторую шапочку, которую сейчас с вами будем провязывать вместе, я ее не буду с отворотом носить, потому что здесь пряжа потолще. И до закрытия она у меня 20, там с половинкой получилось. Ну пусть 20, да? То есть это уже вам решать. Вот мне захотелось 20. Итак, далее. Теперь что нужно сделать? Разделить всю шапку нужно на 4 фрагмента, на 4 равные части. В моем случае, при моей плотности вязания, я учла свою плотность вязания, пряжа толще, поэтому мне понадобилось на мой 55 размер 96 петель. Они тоже делятся на 8, но делим мы их на 4, получаем 24 петли. Смотрите, на начало ряда, на лицевую петлю я вешаю маркер и отсчитываю, считаем вместе 2, 4, парами считаем лицевая с изнаночной, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24. И встречаем следующую лицевую. Вешаем опять на нее маркер. И точно так же, начиная парами считать 2, 4. И до следующего маркера также, до изнаночной доходим, это 24. Вешаем маркер. Опять вместе с маркером считаем 2 петли и так далее. 24 должно быть в конце ряда. Обратите внимание, что у вас также должно остаться или 23 петли, получается, между двумя лицевыми, да? Получается, если от изнаночной до изнаночной считать, 23 петли. Как удобно, так и считайте. Главное, чтобы они стояли по центрам у вас. В смысле 4 равные части и на лицевых петлях. Все. Далее, смотрите, ну, мне придется сначала красного ряда. Начало я отметила красным маркером, все остальные у меня зелененькие. Вот у меня все 3 остальных у меня зеленые. 1, 2 и 3. И теперь, значит, начинаем первый ряд. У нас всего чередование 4 рядов будет. И то второй и четвертый они вяжутся просто по рисунку. Итак, первый ряд шапочки. Все 3 петли центральные, с центральной лицевой и 2 изнаночные по краям. Вот мы берем центральную и 2 изнаночные по краям. Переворачиваем их бабушкиными так, чтобы они лежали к нам бабушкиными. Как вяжут бабушкиными. Не классическими петлями, а переворачиваем их стеночкой сзади, чтобы удобнее схватиться было сзади. Именно провязываем с наклоном влево. И провязываем лицевой петлей одной. И, соответственно, когда мы вяжем 2 вместе или 3 вместе, подтянули. Дальше у нас идет лицевая, изнаночная, изнаночная. И вяжем также до следующего маркера. Проходим до следующего маркера. Подошли к следующему маркеру, тоже 3 петли, центральные у нас и 2 изнаночные по краям. Точно так же переворачиваем их. У кого классические, как у меня, переворачиваем, у кого бабушкины, значит, не переворачиваем. У вас петля лицевая, наверное, стоит так. Я не знаю, кто как вяжет, поэтому вот за стеночками следите сами. И так мы поступаем с каждым маркером. У каждого маркера мы просто делаем 3 вместе. 3 вместе, 1 центральная и 2 по бокам. И провязываем весь круг. Закончили первый ряд, то есть сделали убавочки в 4 раза под каждым маркером, да, возле каждого маркера, в 4 местах. Начиная с красного, вот у меня я делала. Теперь второй ряд провязываем, у нас получается 3 подряд идут лицевые, это нормально. И, кстати, центрально мы вяжем за переднюю стенку. Вот здесь именно классическая нужна центральная. Я пробовала бабушкиной, получается немножко другой эффект, так скажем. И так далее. Вот второй ряд и четвертый мы будем вязать всегда одинаково. То есть в одном ряду мы сделали убавочку, во втором ряду мы не делаем убавочку. Если вы будете резко сокращать, то шапка у вас образуется большое отверстие по центру, и когда мы будем стягивать шапку по центру, завершая ее, получится, макушка будет неправильно лежать. Вот здесь вот это важный момент, поэтому для начинающих особенно не надо в каждом ряду через ряд. Второй ряд провязываем просто. И центральная петля вяжется за переднюю стеночку лицевой. 3 подряд идут лицевые, ничего страшного. Остальное все провязываем лицевыми изнаночными по рисунку. Провязали
Провязали второй ряд без убавок, да, и по центру у нас классическая лицевая обязательно должна быть. Далее подошли к третьему ряду, снова будем делать убавки, но как видите, у нас теперь, если раньше были по центру, у нас была лицевая и 2 изнаночные по краям, то теперь просто в этом ряду у нас будет 3 лицевые. Ничего страшного, опять-таки, в смысле это нормально, только не забывайте помечать центральную петелечку, да, но ее видно. Точно так же меняем стеночки, чтобы стояли как бабушкины петельки. И провязываем за заднюю стеночку одной лицевой петлей. Не забываем подтягивать. Все, дальше у нас идут изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и так далее. Доходим до следующего маркера и точно так же делаем у каждого. Вот они, 3 лицевые петли, вот центральная, мимо нее не пробежите, не промахнетесь, или как-то себе, может быть, по 2 маркера вот так ставьте, как удобнее, так и делайте. И, ориентируясь на центральную петельку, провязываем 3 вместе за заднюю стеночку, переворачиваем петли. В 4 ряду мы снова будем провязывать без убавок. И так надо чередовать вот эти 4 буквально ряда и все, до закрытия макушки. 3 ряда провязали, подошли к маркеру, да, вот центральный, это начало ряда и центральный маркер. Вот центральная петля, вокруг нее 2 изнаночные. 4 ряд вяжем по рисунку изнаночная, центральную вяжем также классической, именно классической петелькой. И вторая возле нее, да, изнаночная. То есть все вяжем по рисунку, за исключением, что центральную петлю можете вот так вот и для удобства себе перевесить маркер, да, ну если кому-то так удобнее будет. И также все следующие маркеры точно так же повыше перевесить. Но мне, например, вот видно хорошо, когда идет, где идет центральная петля, потому что ее вот эти вот повороты вправо-влево обволакивают, и она всегда выделяется. Кому неудобно, сразу выделяйте вот так по 3. 4 ряд вяжем также без убавок, единственное, у нас 2 изнаночные по краям получаются, да, и центральная, лицевая, классическая. И так чередуем до конца закрытия макушки все 4 ряда. Постепенно шапочка у нас сужается, переходим на более там мелкие спицы, я не знаю, на чулочные, носочные, у меня они специальные такие есть носочные, я позже к вам вернусь и покажу. Идем до закрытия шапочки, до 8 петелек, останется у нас 8 петель, которые мы потом просто стянем иголочкой. Подошла к закрытию макушки в своей шапочке из газала, да, я закрывала, как написано на сайте Леру в описании, там описание, там нет видео, 8 петель, то есть кратно 8 и количество петель кратно 8, закрываем, 8 петель остаются. Я так и запомнила, да. Это моя шапочка. А вот которую я сейчас вяжу, из-за того, что пряжа толще, я сделала, подошла к 8 и чувствую, что макушка очень острая. Поэтому я оставила 16 петель. Далее одеваю иголочку. Иголочки мне тоже подарили с мира вышивки. Выбрала я вот такую зелененькую, на зеленый маркер смотрю, розовенькую иголочку, которую удобно пользоваться. Они там разной длины, иголочки в наборе 4 штучки, разной высоты и разные ушки у них. Ну вот мне вот такое ушко подойдет. И вязала я на носочных спицах. Кстати, тоже хочу вам показать, девочки. Вот такие спицы, они 23 сантиметра, специально носочные. И в комплекте их идет 3 штучки спиц. То есть как способ Magic Loop, кто знает, только получается здесь вот как раз они для носочков по длине. И просто собираем либо крючочком, либо иголочкой, кому как удобно. У кого-то металлическая иголочка, собираем оставшихся 16 петелек. Просто собираем на иголочку. Теперь также с другой стороны соберу и будем выворачивать нашу шапочку. И вот вам еще один момент, да, когда пряжа толстая, то закрыть лучше пораньше из-за того, чтобы не было такой она острой макушкой, иначе получится как-то и некрасиво. Ну и дальше крепим ниточку, прячем ее и крепим. Делаем узелочек где-нибудь, стягиваем ее по кругу и будем выворачивать, смотреть, что у нас, какая красота у нас получилась. Просто по кругу прячьте ниточку и каким-нибудь узелочком фиксируем. Дальше я уже уберу, не буду ваше время тратить, я уберу все это потом. Теперь, так как мы вяжем ее на одной стороне, да, и теперь вместе сейчас вывернем и посмотрим, что у нас вышло. Вот теперь на белой шапочке все это будет хорошо видно, потому что на черной я вам, к сожалению,
показать к своему не могу. Поэтому все косяки. У меня было здесь пряжи, кусочек. Это не узелок, это просто вот дефект небольшой пряжи. Какой-то вот попался такой вот расслоение ниточки. Я его сюда убрала. Вот где мы вязали, вот сюда все узелочки отправляем. А теперь, внимание, значит, шапочку выворачиваем. И теперь вот она, наша моднючая макушка, которую вяжет весь Инстаграм. Вот она такая. И мое мнение, я считаю, вот смотрите, красиво закрыта макушка, все идеально. Вот таким образом, если пряжа толще у вас, то, значит, макушечку просто закрывайте пораньше. В моей шапочке в черный газал, да, у меня 8 петель, а здесь я закрывала 16 петель. Закрывала в смысле. И получилось у меня чуть больше 25 сантиметров. Почти 26. Как вам показать, чтобы в длину ее было видно? Я держу за макушку. Ну, видно, 25-26 сантиметров. То есть это будет носиться без отворота. Итак, кто справился, вы у меня самые молодцы, самые мои молодцы. Всех вас люблю. С вами была Настя. Пока.